17 марта 1979 года Ту-104Б предприятия «Аэрофлот» выполнял рейс 1691 по маршруту Москва-Одесса. На борту самолета находились 113 пассажиров и 6 членов экипажа. Вечером 16 марта экипаж Ту-104 выполнял рейс 1690 по маршруту Одесса-Москва. Утром же 17 марта должен был выполнять рейс 1691 по маршруту Москва-Одесса. При этом вылет из московского аэропорта Внуково по расписанию был в 8 часов 15 минут. Однако аэропорт Одессы был закрыт по метеоусловиям, в связи с чем вылет был отложен до 13 часов 50 минут. Однако затем он был отложен до 15 часов 30 минут, так как теперь по метеоусловиям был закрыт сам аэропорт Внуково. Далее время вылета переносили на 16 часов 15 минут, но и его потом изменили. Наконец, после 17 часов появилось окно. В общей сложности всего экипаж выполнял предполетную подготовку трижды, и все в полном объеме. Небо над аэропортом вылета в это время было затянуто слоисто-дождевыми и разорвано дождевыми облаками высотой 150 метров. Шел дождь при температуре воздуха минус 7 градусов по Цельсию. Образовывался гололед. Видимость составляла 1000 метров. В облаках наблюдалось сильное обледенение. Фактически, условия погоды соответствовали метеорологическому минимуму для взлета и были ниже метеоминимума для посадки. Топливные баки были полностью заправлены, а взлетный вес составлял 78 тонн. В процессе ожидания вылета один из пассажиров отказался от полета, и его высадили. Таким образом, на борту остались 113 пассажиров и 6 членов экипажа. Ожидание разрешения на взлет затянулось, и исполнительный старт авиалайнер занял лишь в 19 часов 32 минуты. В 19 часов 33 минуты самолет начал разбег по взлетно-посадочной полосе для взлета с магнитным курсом 242 градуса. В 19 часов 35 минут на скорости 350 км в час Ту-104 оторвался от взлетно-посадочной полосы. Через 5 секунд загорелся индикатор «Пожар левого двигателя» и автоматически сработала первая очередь системы пожаротушения. Бортмеханик доложил об этом командиру, на что тот, вопреки руководству полетной эксплуатации, принял решение повременить с отключением левого двигателя, так как существует риск, что тяжелый самолет после падения тяги двигателей вдвое может упасть на расположенный под ними лес. Позже была активирована и вторая очередь пожаротушения. На высоте 1500 метров, спустя 5 минут 53 секунды после взлета, левый двигатель был отключен. При этом не был перекрыт пожарный кран и не включен кран кольцевания, что также нарушало руководство полетной эксплуатации. Бортмеханик попытался разглядеть левый двигатель из салона, но не смог точно определить, есть пожар или нет. Было принято решение возвращаться обратно в аэропорт вылета, хотя погодные условия были ниже минимума для посадки, а посадочный вес самолета был на 10 тонн выше допустимого. Вес можно было снизить за счет слива топлива, но экипаж не стал этого делать, так как не был уверен, что пожар ликвидирован, и в противном случае сбрасываемое топливо могло воспламениться. Авиалайнер левым разворотом начал выполнять заход на посадку, который осуществлялся по магнитному курсу 242 градуса в директорном режиме по курсоглиссадной системе. При этом руководство осуществлял диспетчер посадки. До полосы оставалось 19 километров, когда при скорости 430 км в час экипаж выпустил шасси. Четвертый разворот был пройден с проворотом, но экипаж исправил его, и Ту-104 вышел на предпосадочную прямую. Выйдя на предпосадочную прямую, экипаж при скорости 370 км в час выпустил закрылки на 20 градусов, но через 14 секунд убрал их до 10 градусов. На высоте 360 метров самолет вошел в глиссаду, находясь при этом в 50 метрах левее курса. При скорости полета 350 км в час и на расстоянии 8 км от торца взлетно-посадочной полосы Ту-104 снижался с вертикальной скоростью 2,4 метра в секунду, что было недостаточно. Тогда в 6 километрах от торца взлетно-посадочной полосы, когда авиалайнер был на 20 метров выше глиссады, были снижены обороты правого двигателя.
что при некотором снижении силы тяги увеличило вертикальную скорость снижения. Но тем не менее, ДПРМ был пройден на 38 метров выше глиссады, поэтому вертикальную скорость увеличили еще больше, достигнув значения 9 метров в секунду. При этом попытка устранить уклонение влево привела к тому, что в 4 километрах от торца взлетно-посадочной полосы самолет пересек продолжение оси взлетно-посадочной полосы и теперь начал быстро уклоняться вправо. В 1800 метрах от БПРМ самолет был на 20 метров выше глиссады и в 60 метрах правее ее. При достижении высоты принятия решения диспетчер неоднократно давал команду на прекращение снижения. Экипаж попытался исправить боковое уклонение, но при выполнении маневра на крыле из-за обледенения произошло падение подъемной силы, и самолет начал быстро терять высоту. Экипаж попытался исправить ситуацию увеличением режима оставшегося рабочего двигателя до взлетного и потянув штурвалы на себя. Однако самолет плохо слушался управления и продолжал снижаться. В 19 часов 47 минут рейс 1691 врезался левой стойкой шасси в провода линии электропередач, после чего, потеряв скорость и с левым креном 7 градусов при скорости 350 км в час, врезался в землю левой плоскостью крыла и левой стойкой шасси. В 1500 метрах от взлетно-посадочной полосы 24. От удара левую плоскость оторвало, а самолет перевернуло, после чего под углом 45 градусов он врезался передней частью фюзеляжа в деревья и землю. Промчавшись через лес, авиалайнер разрушился. Передняя часть фюзеляжа была практически отрезана проводами линии электропередач и оторвалась от центральной части в районе воздухозаборников двигателей. Она первая остановилась на лесной поляне. Остальная часть фюзеляжа с правой плоскостью крыла перелетела автодорогу, перевернулась и остановилась в лесу в 50 метрах от дороги, после чего загорелась. Общая площадь разброса обломков составила 550 на 160 метров. В катастрофе погибли 58 человек, стюардесса и 57 пассажиров. Многие выжившие пассажиры и все члены экипажа получили тяжелые ранения. Расследованием причин катастрофы Ту-104 рейса 1691 занялась комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Выполняя заход на посадку ночью в условиях обледенения на одном двигателе с превышением максимально допустимого посадочного веса на 10 тонн, при попутно-боковом ветре и погоде ниже минимума, экипаж допустил ошибки в пилотировании самолетом, выразившиеся в превышении вертикальной скорости снижения перед пролетом высоты принятия решения. И в результате преждевременного снижения произошло столкновение с землей. Также, по мнению комиссии, катастрофе способствовали такие факторы. В руководстве полетной эксплуатации отсутствуют рекомендации по выполнению вынужденной посадки с превышением максимально допустимого посадочного веса и по сливу топлива в случае срабатывания табло «Пожар двигателя». Недостаточное взаимодействие между членами экипажа по выдерживанию установленных режимов на предпосадочной прямой. В процессе захода на посадку командир не был информирован штурманом о достижении высоты принятия решения 120 метров, а второй пилот не осуществлял пилотирование по приборам, что способствовало уклонению вправо и потере высоты. Заход на посадку производился с выключенным сигнализатором высоты СВ-2. По заключению технической комиссии, пожара на борту не было. Причиной срабатывания противопожарной системы явилось выбивание горячего воздуха с температурой до 253 градусов в подкапотное пространство из-за рассоединения на взлете сферического соединения трубопровода противообледенительной системы левого двигателя. Раскрытие соединения произошло в результате несоответствия размеров деталей соединения сферического кольца и трубы, что при эксплуатации своевременно не было обнаружено. В выводах комиссии в катастрофе обвинили командира воздушного судна, который, пилотируя тяжелый обледеневший самолет с одним работавшим двигателем, превысил вертикальную скорость снижения. По мнению членов экипажа, командира фактически сделали козлом отпущения, а главными причинами катастрофы стали сильная изношенность самолета, которому было уже 20 лет, а его отказавший левый двигатель успел пройти 3 капитальных ремонта.
Взлет при метеоусловиях ниже метеоминимума для посадки и отсутствие руководств по выполнению посадки с превышением максимально допустимого посадочного веса и по сливу топлива в случае срабатывания табло «Пожар двигателя». Командир экипажа был приговорен к 7 годам в колонии для лиц, совершивших преступления по неосторожности. Через 1,5 года по состоянию здоровья из-за потери зрения его освободили, и он вернулся в Одессу, где ему дали комнату в коммунальной квартире. Умер командир 8 марта 2010 года в возрасте 70 лет. После катастрофы у аэропорта Внуково в ноябре того же года Министерство гражданской авиации СССР прекратило эксплуатацию самолетов Ту-104. Смотрите также. 8 января 1989 года около деревни Кегвард авиалайнер Boeing 737-400 авиакомпании British Midland Airways выполнял плановый рейс 092 по маршруту Лондон-Белфаст. Но через 13 минут после взлета у него отказал левый двигатель, что сопровождалось сильной вибрацией. В сложившейся ситуации экипаж ошибочно отключил правый двигатель, после чего принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Восточный Мидлендс. Но при заходе на посадку левый двигатель остановился, а попытки запустить правый двигатель оказались безуспешными, и в итоге лайнер ударился о лесополосу автострады и полностью разрушился.